Всем привет! Подборки вам вроде как зашли, поэтому двигаемся дальше по разным темам. И сегодня это фильмы про зомби. Тема, конечно, стрёмная, поскольку зомби — это почти всегда трэш, среди которого трудно найти что-то интересное. Так что я сознательно отказался от вариантов типа «Мертвого снега» или «Планеты страха» и нашел 5 фильмов, в которых есть еще что-то помимо кровищи. Начнем с не совсем ординарного фильма. В нем практически нету экшена или лежащих на поверхности идей, но цепляет реализм и какая-то медитативность повествования. Этот фильм — своеобразный ответ на все кровавые боевики про зомби. Он показывает, какой может быть жизнь выжившего на примере главной героини Энн. Выбрав лес в качестве укрытия, она пытается выжить, добывая пропитание в ближайшем поселении. Но там не все так просто, поскольку местные зомби быстрые и опасные. И у них отличный слух и нюх. Удастся ли ей встретить других людей? Какой окажется судьба в итоге? Как она оказалась одна? Постепенно все это откроется зрителю, как и мрачная история Энн. Фильм жанровый и практически неизвестный, но любителям зомби-тематики и апокалипсиса я рекомендую пополнить им свою коллекцию. Вторым фильмом добавлю немного азиатского колорита. Оказалось, южнокорейцы тоже снимают неплохие зомби-муви. По разным причинам персонажи попадают в поезд, следующий в город Пусан. Но параллельно с этим страну начинает захлестывать эпидемия. По ходу движения становится понятно, что остановки лучше не делать. Да и кто знает, что ждет героев в конце пути. Ужастик у корейцев получился слегка наивным, с очевидным поведением героев и трансформацией главного персонажа. Но, тем не менее, захватывающий. Снято все по канонам. Есть приличные спецэффекты, много зомби, характерные персонажи и даже собственный злодей. Хотя тут и без него проблем хватает. Здесь нет юмора, сплошной экшен, чуток сентиментальности и море злых зомби, которых сделали, скажу честно, очень добротно. Как показывает следующий фильм, про зомби-апокалипсис можно снять отличное кино даже за 2 недели и с бюджетом $6000. Бейсболисты Бен и Микки встретили зомби-апокалипсис в доме, сбежать из которого они решились только через 3 месяца ожидания. С тех пор они путешествуют по Коннектикуту, питаясь консервами и лутаясь в домах поблизости. Только подход к делу у них разный. Микки отрешился от происходящего, мечтает о нормальной жизни, почти все время слушает музыку в наушниках, а всю грязную работу оставил Бену, которого играет сам режиссер фильма Джереми Гарнер. Зомби в этом фильме не очень шустрые и сообразительные, поэтому особых проблем у друзей нет. Поначалу фильм кажется эдаким роуд-муви, но это только поначалу. Если не зомби основная проблема, то что? Но чтобы немного развлечься и разбавить этот серьезный список, я добавил хорошую комедию. Бюджетный, но с отличными актерами. Zombieland — прекрасный способ отдохнуть. Полный набор персонажей со своими сдвигами и фишками. Отличная игра Вуди Харрельсона, который просто создан для подобных фильмов. Джесси Айзенберга, прекрасно подходящего на роль задрота, выжившего благодаря собственному набору правил. Ну и внезапное появление Билла Мюррея. Тут просто пускаешь слезу от умиления. Ключевая тема фильма — стёб над жанром. Учитывая, что в наше время очень мало фильмов с действительно хорошим юмором, Zombieland в этом плане просто шедевр. Наконец, 5-й фильм должны были видеть все, кто хоть как-то интересуется этим жанром, потому что это лучший фильм на тему зомби-апокалипсиса. Проснувшись после месячной комы, Джим обнаруживает, что его родной Лондон опустел. Часть населения эвакуирована, остальные превращены выпущенным на волю вирусом в страшные создания. По ходу дела Джим находит друзей и понимает, что некоторые люди будут поопаснее зомби. Но ключевой момент — изменения в самом герое. Происходящее трансформировало его. Наружу всплыли те самые звериные инстинкты, от которых, казалось бы, человечество избавилось в процессе эволюции. Пожалуй, самые опасные и действительно страшные зомби в этом фильме. Не жуткие, не противные, а именно страшные. Приятно, что с логикой у создателей все в порядке.
Поэтому зомби не могут просто существовать вечно. Нужно всего лишь подождать, пока наступит истощение. Режиссер этого шедевра – сам Дэнни Бойл. Ну а Киллиан Мерфи сыграл здесь чуть ли не лучшую свою роль. Тем более, что сценарий позволил выложиться по полной программе. Не забывайте ставить лайки, если такие подборки вам интересны. Также советую скинуть ролик своим друзьям в личку, пусть тоже годное кино смотрят. А я прощаюсь и оставляю вас с размытым экраном. Пишите свои предложения по новым темам, по новым подборкам в комментариях. Спишемся внизу.